Считаете себя эрудитом? А готовы ли проверить себя или узнать что-то новое? Тогда этот тест точно для вас. Здесь собраны вопросы на самые разные темы. Знание– сила, так что не забывайте качать свой мозг. В какой стране есть автобан? Самой известной в мире сетью скоростных дорог, на которых отсутствуют ограничения скорости, являются немецкие автобаны. Сеть немецких федеральных дорог является одной из самых длинных в мире и практически не имеет ограничений скоростного режима. Из примерно 13 тысяч километров автобанов, пересекающих страну, около половины позволяют ехать с той скоростью, какую вы сможете развить. Укажите три основных первичных цвета. Цветовой круг, состоящий из 12 частей, представляет визуальный спектр света, который мы можем на самом деле различать. Художники делят все цвета на три группы. Основные цвета– первичные, вторичные и третичные. Существует три основных первичных цвета– это синий, желтый, красный. Именно при их смешивании и получается все многообразие цветового круга. Айлурофобия– навязчивая боязнь? Сильная и неконтролируемая боязнь кошек называется айлурофобией, это одна из редких человеческих фобий. По некоторым данным, ей в той или иной степени страдает около 0,2% населения земного шара. Название фобии дала древнегреческая богиня Элурос, которая, согласно легенде, по ночам превращалась в кошку. Этот страх считается одной из разновидностей зоофобии– боязни животных. Итальянское название какого духового музыкального инструмента буквально переводится как узел, пучок, вязанка. Фагот относится к группе духовых инструментов. Его имя, итальянское, переводится как пучок, узел, вязанка дров. Внешне выглядит как слегка изогнутая, длинная трубка, оснащенная сложной системой клапанов, двойной тростью. Звучание фагота достаточно своеобразно, поэтому инструменту не доверяют сольных партий в оркестре, но в умеренных дозах, когда необходимо подчеркнуть нюансы произведения, он незаменим. Что дало название винегрету? Название этого салата пришло к нам из французского языка «лавина игрети». Является уменьшительной формой от левина игре– уксус. То есть в дословном переводе на русский это слово звучало бы как уксусик. А во французской кухне винегретом называют вовсе не салат, а соус на основе уксуса и растительного масла. У какой из этих птиц самый длинный язык? Из всех пернатых наиболее длинным языком обладает дятел. Размер мышечного органа, расположенного в клюве этой некрупной птички, может достигать от 15 до 20 сантиметров. Удивительно, но язык дятла периодически меняет свою форму и длину. Он может вытягиваться и становиться настолько тонким, что без труда проникнет в муравьиный проход. На языке находится специальная железа, благодаря которой язык покрывается липкой жидкостью, из-за чего насекомые попросту прилипают к нему. Что изображено на государственном гербе Ватикана? Герб Ватикана– государственный символ Ватикана. Представляет собой щит красного цвета, на котором изображена пара скрещенных, золотого и серебряного, ключей, перевязанных узлом малым шнуром. Над ключами расположена папская тиара. Существуют апокрифические легенды, которые гласят, что оба ключа от рая один открывает дорогу к блаженству мужчинам, другой– женщинам. Кто является автором романа «Дети капитана Гранта»?
«Дети капитана Гранта», приключенческий роман французского писателя Жюля Верна. Роман состоит из 3 частей, в каждой из них главные герои повествования в поисках потерпевшего кораблекрушения капитана Гранта путешествуют вокруг Земли по Южной Америке. Роман впервые был полностью опубликован в 1868 году. Вирши это. В современном толковом словаре термин «вирши» определяется как русские и украинские силлабические стихи XVI-XVIII столетий. Этот жанр возник в Польше. Первоначально это были стихи духовного содержания, а затем стали появляться и светские вирши. Основной признак этой стихотворной формы – это наличие обязательной рифмы. Ранее поэты-виршевики позволяли себе относительную свободу при создании стихов. Что изобрел Жак-Ив Кусто? Жак-Ив Кусто – французский исследователь Мирового океана, который совместно с Эмилем Ганьяном разработал и испытал акваланг. Мало кто знает, что эскиз акваланга был нарисован на салфетке. А самый первый акваланг Кусто и Ганьян создали из мотоциклетной камеры и коробки противогаза, которую наполнили химическим поглотителем. В результате тестирования этого аппарата Кусто чуть не погиб, поэтому эта версия акваланга была забракована. А уже в 1943 году 2 французских ученых изобрели первый безопасный аппарат для дыхания под водой. Кто из этих писательниц автор романа «Грозовой перевал»? «Грозовой перевал» – единственный роман английской писательницы и поэтессы Эмили Бронте, опубликованный в декабре 1847 года под ее псевдонимом Элис Белл, и самое известное ее произведение. Действие романа происходит на вересковых пустошах Уэст-Йоркшира и описывает драматические взаимоотношения двух семейств – Эрнша и Линтонов, с приемышем Хитклифом. Как в России называют 90-ю годовщину со дня свадьбы? 90 лет совместной жизни называют гранитной свадьбой. Эта дата получила свое название в честь горной породы высокой прочности, из которой возводят надежные здания. Гранитные постройки могут стоять на протяжении нескольких столетий без разрушений. Брак супругов можно сравнить с гранитом, так как прочный союз не распался за столь длительный срок. Есть ли интересные факты, о которых вы узнали из этого теста? Ваш ответ пишите в комментарии. Будем рады обратной связи.